ландшафт. Хочешь в кино попасть? Не обязательно. Не хочешь? Ну, не обязательно. Ну, можно, смотри. Привет. Так, сегодня тут с корешем встретились, полгода не видались. Решили вот покопать тут вместе. Сегодня у нас самая будет непопулярная тема, наверное, на ютубе. Это раскопка Пустых блиндажей. отечественных блиндажей. Мало того, что отечественных, так еще и на Карельском перешейке. Еще и пустых главных. А, еще пустые. А, ты уже знаешь, да, что пустые? Видишь, ямки есть закопуть. Подкопнул. Да ладно, тут на приборчик тут пробежался. В общем, мы другого мнения. Мы в поисках наркомовской стеклотары. Другого нам не надо. Вот тоже верно, да. Так что сейчас вот будем копать. Вот такой у нас тут блиндажик. Вот. И, наверное, еще успеем. Ну, какие-то землянки, наверное. Скорее землянки. Ну, вот здесь еще одна яма. Вот, наверное, ее сегодня тоже. Они не глубокие, так что процесс должен идти быстро. С бортом у нас тут с утреца было минус 18. Но ручка подмерзает. Сейчас мы разогреемся быстренько. Да сейчас куртки полетят в бок. В бок. Вот. И все, поехали. Так. Разрываемся тут. Первые находки. Вот часть подшлемника. Это целый. Он просто вырван. Ну да, от Халхинголки. Либо от СШ-39, потому что в них мы тоже находили. Надписелька. Чекушечка. Пока не стерлись. Водочка наша. 250. 250. Самая частая тара. Четвертачок. Что там даже видно маленько. Порядочек. У них этикетки были ромбиками и были полосочки такие. Тут, видимо, полосочка. Ну, видишь, песочек сухой, даже остатки бумаги. Ну да. Ну и трындец. Нарком. Интересно. Так. Пруд битые бутылки. Что такая вот запчасть от печки накопалась. Что там у тебя? Еще один. 250. Еще один 250. Без надписей. С надписями редко бывает. Ну да. Оп. Вот. Водочка. А, здесь тоже. Оп. Тоже. Но это немножко другое. Ну тоже водочка. Там у них разливали водку, коньяк. Зависит не от формы бутылки больше, а от этикетки. Что наклеено было. Мы бухали тут и водку, и коньяк на зимнюю. Это же блинчики у нас по зимней войне. Да. Так. Ну вот у нас тут уже батарейка вырисовывается потихоньку. Ну, по полу идут пустые водочные бутылки. Такие же по 250. Этикетки, к сожалению, не сохранились. Вот одна. Вторая. Третья. Ну, как-то так. Пока. Так. Вот тут у нас уже водки накопалось. Уже всяких. Вон, целые коллекции можно собирать. Сотки. Консервы. Ручка от ведра. Пуговка наша была железная. Со звездой, ну. Ржавенькая. Ох, и еще одна у нас бутылка водки выпала. 250.
Тут у нас уже куча. Да, вот здесь тоже Коля показался, но что-то поинтереснее. Похоже, какой-то одеколончик. И он даже спереди Немножко коцнутый. немножко сверху, да, что-то подотбито горлышко. На дне ничего не пишет. Да нет, это ж отечественный. Бывает. Грамулечки могли писать. Была какая-то этикетка, но не видать ничего. На дне ничего нету. Такая вот. Такой пузырек. О! И тут у нас, похоже, монетка. Так, это похоже 3 копейка, 5 копеек. 15, по-моему. 15. Ну, надо за пивом бежать. С соломой на полу лежала. Да? Год. Ну-ка. По 3. Щитовик. Сохран бодрый. Песочек. Песочка, да. Соломенный. Ну что там? Видать, не видать? Ну, 15 копеек, видать, 31 год. Ага. О, нормально, слушай. Сохран хороший. Даже никель проглядывается. Легендарный карельский никель. Да. Прикольно. Так, тут у нас еще одна монета. Это, похоже, уже побольше. Сейчас посмотрим. Что там только поналипло. Ну-ка. 5, 3. Тирани. Может, 20-ка? Может, 20-ка, да. 20-ка. 20-ка? Ну, смотри, 35 копеек уже. Все, На лимонад. за пивом, блядь. Какой лимонад? Вон тут лимонад пили. Нормально, да. Что-то ни одной лимонадной только. Так, а тут что, 30-й, походу, год. Тоже. Ну, сохрана, блядь. Щитовик. Ну вот, заднюю сторону ты уже дома, походу. А нет, тоже ничего. Нормально. 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 Ну, 30-го года. Угу. Ну ничего, тоже, да. Почистить будет нормально. Так, хорошо. Так, что у нас тут еще? Он, похоже, еще одна монета неплохая. Что, потрем? Давай. Тиранем. 15 тоже, по-моему. Или 10. Ну и водочных бутылок у нас тут еще 4 Там 5-й еще штуки. попозже. Опять щитовик. Уже вижу. Кто-то по нему хорошенько заехал. Явно не лопатой. Он немножко погнутый, да. Еще в то время. 32-й. Что, по годам сейчас коллекцию насшибаешь? Да. Кошель дербанишь там. Ну. Да, 32-й год, 15 копеек. Слегка погнуто. Но и енту не беда. Ну, здесь. Оп. Да, 15 копеечек. Ух. Ну, буду тешиться стеклота. Еще одна водочка.
Это все при том, что на фронте Зимней войны были собраны бригады, которые собирали эту стеклотару и отправляли обратно в Ленинград на пополнение. Потому что все заводы во время Зимней войны работали на фронт. Водка и коньяк были в дефиците. А стеклотары... Видишь, какой дефицит? Всем, кто занимается или решил заняться поиском, лунный ландшафт рекомендует надежный и проверенный магазин у деда Мити. Огромный ассортимент товара, фирменная продукция, официальная гарантия, акции, конкурсы и система трейд-ин. Особые скидки для поисковых отрядов. Для зрителей же канала Лунный ландшафт есть возможность получить скидку или приятный бонус, просто назвав промокод Лунный ландшафт. Специальная ссылочка прямо под видео. А для тех, кто любит ходить за покупками пешком, и есть отличный оффлайн-магазин в Подольске. Магазин у деда Мити. Лунный ландшафт. Рекомендую. Так, ладно. Блиндаж мы, в общем-то, докопали. Середочку тут немного оставили. Потомкам. Вот. В принципе, и так неплохо размялись для начала. Вот у нас тут 19 водочных бутылок. Это только те, что целые. Одеколончик, видимо, какой-то. Хотя, может, и медицина, черт его знает. А может, одеколончик. Что-то такое, парфюм, может. Ну вот, 3 монеты у нас тут нарисовалось. Пуговка. Ножик был еще вот перочинный, но железненький, маленький. Ну, он все уже просто практически растворился. И вот от графинчика такая вот пробка стеклянная. Ну или что-нибудь такое, да. Вот сюда ее. Раз. Не лезет. Надо смазать, да. Ну, залезет нормально. Так. Ну, в принципе, такой вот натюрморт батарея. Сейчас чайку попьем, как говорится, и пойдем продолжим. Соседний. Так, первое, что хотел рассказать по поводу пробки от графина. Это не пробка от графина. Вот мы там с товарищем шутили, но это не шутки, потому что это пробка именно от этого флакона из-под одеколона. Вот. А одеколончик этот, значит, 30-х годов получается. Я посмотрел, было несколько вариантов, разливали. В принципе, у нас было ряд там каких-то форм, значит, разных бутылочек, в которые разливали разные одеколоны. И вот именно в таком исполнении разливали, например, одеколон Бетти, Букет и Гвоздика. Вот, возможно, были еще какие-то, но я других не нашел. Но Бетти и Букет не подходят, потому что очень маленькие этикетки были. А вот на Гвоздике была очень широкая этикетка. Здесь, конечно, остатки этикетки есть, но практически ничего не понятно. Но похоже, очень похоже, что это был именно одеколон Гвоздика. Ну, так что вот собрался такой вот комплект. Ну, единственное, что здесь есть сколы по краю. Ну, так, в принципе, такая вот вещь. Прикольная, 30-е года. Трест, жиркость. Или, как тогда говорили, на такой французский манер, таже. Такой вот одеколончик. Так, начали мы второй блиндажик копать. Вот процесс пошел, идет. Так, сейчас 5 секунд. Оглашу. Было несколько вопросов офлайн. Вот спрашивают, значит. Расскажи, как искать помойки, по каким признакам? Может, какие-то места определенные были, где их делали? Ты что можешь по этому поводу сказать? Под Питером по запаху. По запаху? Езди по кольцевой чувствую. Ну вот, кстати, здесь вот почти в каждом блиндаже помойка. Вот современная. Вон пакеты пластиковые всякие там. Ну, вообще, что можно сказать? Когда я начинал серьезно копать, мой товарищ, поисковик из Орла, мне тогда так сказал, что типа помойки обычно у блиндажей типа справа от выхода. Ну, типа выходишь с блиндажа и справа яму делали. Вот, но по факту, спустя многие годы, могу сказать, что
Немцы помойки такие вообще копали редко. В основном разбрасывали все вокруг, как свинюшки. Вот. Как не у себя дома. Вот. А вот финны в основном копали. Бывает, попадаются помойки такие верховые, разбросанные, как у немцев. Такое бывает редко. Настолько редко, насколько часто бывают обычные ямы помойки у немцев. Вот. А места, да, вообще по-разному. Бывает и прям в бруствере блиндажа, бывает за блиндажом, слева от выхода, справа от выхода, за городком, прям в городке посередине. То есть по-всякому, по-хорошему нужно ходить, искать провалы и щупом работать побольше. Вот так вот. Ну, иногда можно зацепить на металлоискатель, если сверху там что-то, какой-то металл есть. Но если сверху ничего нет, а яма глубокая, то, как правило, ничего на металлодетектор не поймать. Ну, если только на глубины какой-то. Вот так вот по помойкам. Ты согласен? Не, помойки искать не надо, это красный. Вид, блядь, красный книг. Да. Они Так. кончились. Еще Иван Филат спрашивает. Олег говорит, когда в гости? Когда ты в гости? Ну, непонятно пока. Непонятно, потому что не все так просто. Я доехал бы, но пока нет возможности. Как будет возможность, перескочу. Канал Просто Коп спрашивает. По Первой мировой войне собираетесь в этом сезоне? Планы были еще в прошлом сезоне, но карантинная обстановка, к сожалению, диктует свои правила. И в прошлом году съездить никуда не удалось. На этот год тоже есть планы всякие различные. Съездить куда-либо покопать, но пока сложно сказать, потому что не так-то просто. Пока еще все, везде карантины, все позакрыто. Если ситуация улучшится, то съездим куда-нибудь и покопаем. А у нас тем временем первые находки. Итак, огласите весь список, пожалуйста. Что у нас тут? У нас опять бутылочка водочки. Из-под водочки. 100 миллилитров, к сожалению, из-под, да. Ведро. Вот у нас тут ручку от него мы нашли в соседнем блиндаже. Какая-то вот жесть. У нас тут есть. В этом блиндаже тоже попалась дверца от печки. Аналогично, один в один, кстати. Да. И вот уже стало попадаться куски битой фляги. К сожалению, битой фляги РКК вот зелененькая. Она устала. Да. Ну, мы только начали, что посмотрим, но уже что-то попадается. Помимо современного мусора от короедов. Так, ну тут раскапываемся. Даже находочки какие-то попадаются. Ой! Что у нас тут? Нож попался такой вот здоровый. Кухонный какой-то. Но лезвие того этого сдохло. Перочинный ножик еще один вот такой вот. К сожалению, тоже у него состояние не очень. Попробуем почистить, но шансов мало. Увы. Такой вот ножичек перочинный. Какое-то колечко такое алюминиевое, непонятное. Ладанка попалась, а вот медальон. Какого там образца год-то уже? Не помню тоже. Да. Это вот еще было до всяких бакелитов. Но внутри не будет, потому что горелый блиндаж. Да не надо скрывать, оно тонкое железо. Оно разломается. Разломается. Там вот внутри был Вкладыш. вкладыш бумажный. С личными данными красноармейца. Вот такой вот Завороните на полку. нашелся. И еще одна небольшая находка. Оп. Монетка. 3 копейка. Ну-ка, по 3. Наверное, трешечка.
Литвы. 31 год, 3 копейки. Скажем так, выпуклая, как будто в нее стреляли. Ну, если бы не стрельнули-то, ее бы не так выпукнуло. Ну, хер знает. Может, на излете. Прицелен. 3 копеечки. Так, ну вот. Что-то Что-то есть в земле. Что-то есть. Там только железяка здоровая торчит. Тоже, наверное, какая-то печнина. Так, ну, продолжаем. Ну, вот мы этих уже железок каких-то печных кучу достали. Ой. Еще одна монета попалась. Ну, похоже, что отрезали. Ну-ка. Ну, так и на новый металлоискатель берешь. Тут уже другой год должен быть. Герб другой на обратке. Более поздний. 40-й? 36-й, по-моему. Да, 36-й. Фекальки прилипли прям. На год. Год не помню. Вон, да похоже. Еще одна монета. На этот раз, похоже, пятачок. О! Тиранешь? Свиной пятачок. Не, вот такой пятачок. Тридцать второй год. Ну, 7 монетов с 30-х годов. Зимняя война. Ничего удивительного. На 5 копеек 32 года. Так, попалась еще одна водочная бутылка без горла. О, тюбик попался наш советский впервые. И второй раз в жизни я вообще вижу на войну тюбик советский. Непонятно что, мне кажется, какой-нибудь хрен для бритья. Почему на войну? Потому что тут вот стоит вот Москва, 1937 год. Такой тюбик. Так, вот тюбик, казалось бы, тюбик и тюбик. Да, сколько мы их находим, но, как я уже говорил, это первый тюбик советский, который я вообще увидел вживую. Вот именно того времени, военного, довоенного. И второй раз, чтобы я их вообще увидел. Товарищи с Москвы в позапрошлом году нашли точно такой же, только 40-го года. Вот здесь вот написано Москва, 1937 год, а там он был 1940. Значит, что это за тюбик? Это 2% борный вазелин. То есть для чего его использовали? В принципе, он обладает антибактериальным свойством, но поскольку там вот блиндажи по Зимней войне, это, скорее всего, он использовался от обморожения. И вот выпущен фабрикой «Свобода», опять же, которая входила в трест жидкость, то есть ТЖ. Вот здесь есть логотип, как бы, но, к сожалению, такой уже затертый. ТЖ, короче говоря. Вот
такая все-таки редкая штука. Так, и звездочка наша из головного убора. Железная. С красной эмалью. Серп и молот улетел. О, ну вот так вот. Так, мы почти весь блиндаж уже тут раскопали. Нам вот осталась задняя часть. Сейчас посмотрим, что там. Так, ну, в принципе, немного чего попадается. Вот еще одна водочная бутылка на 250 миллилитров попалась. Что еще? Нож был столовый. Вот, но железный и гнилой. Соответственно, не выжил. Гильза попалась финская. И вот, ой, остатки знака какого-то советского с цепочкой вот. Но только часть знака и сохран тоже. Как видите, не фантазийный, реальный сохран. Так, ну вот значок у нас, это оказался все-таки, это был значок ГТО, готов к труду и обороне. Точнее, это часть значка. Были разные варианты этих значков. Это вот был самый сложный такой, где вот сверху, значит, часть крепилась на закрутке вот такой вот. Дальше вот две цепочки шли. Вот здесь вот одна сохранилась. Здесь еще была одна. И потом уже такой знак побольше был с бегущим человеком и надписью «Готов к труду и обороне», ну, либо без таковой надписи. В принципе, были разные варианты. Вот это был один из. Ну, в общем, пол значка, можно сказать. Вот здесь вот видно еще уже там, надо еще дочистить, ну, там видно СССР, проглядывается надпись. Ну, а на оборотке вот здесь написано у нас, получается, монетный двор. Монетный двор, ну, просто монетный двор. Надпись. Ну и вот, в общем, видимо, где-то оборвал вторую половину значка и то ли выкинул, то ли что, солдатик. Непонятно. В общем, такой вот значок был. ГТО. Ладно, посмотрим, что еще. Может, еще тут... О, что попадется. Сейчас продолжим. О! Супер находка-то, что у меня. Маленький замочек. Блиндаж закрывали. Ну, замочек. О. Так, ну что, блиндаж мы докопали второй. Вот там вот задняя часть, конечно, сильно промерзла, но все равно врылись, подкопали, докопали. Но там вылезла только еще одна бутылка водки. Вот. И какое-то латунное колечко, непонятно от чего. Так что сейчас покажу итог сегодняшний. Вот с двух блиндажей сегодня вот так вот получилось. Куча бутылок водочных, одеколончик, ножи различные, 6 монет, тюбик, вот пробка стеклянная от графинчика, ладанка наша, замочек, кокарда, остатки знака, всякая печнина, фляга битая советская. Ну, в общем, как-то так. Посмотрим дальше, что у нас будет. Вот. Если есть еще какие-то вопросы, офлайн, онлайн, задавайте, пишите. Если на камеру ответить, пишите офлайн вопрос. Ответим. Вот. Ну и увидимся в следующий раз. Все, спасибо, все подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно огненные комменты. Любые пишите, всегда отвечу. Разговариваем разговоры. Вот. А мы сегодня отдохнули хорошо и поедем отдыхать еще лучше. Вот, все, покидова.